Здравствуйте, друзья! Итак, очередная уборка урожая. И снова будет у нас знаменитый с вами гибридный мотоблок с движком Вейма мощностью 18 лошадиных сил, картофеля-копалка, контейнер и тачка. Но настолько мне известно, для многих уже как кость в горле надоело, чтобы я показывал вам вот этот мотоблокопоезд, потому что многие нервничают, пишут в комментариях: ну почему у меня не получается так, как у тебя? Поэтому, друзья, для того, чтобы вас лишний раз не расстраивать и не нервировать, сегодня я в этот раз отцепляю тачку, она нам больше не понадобится, отцепляем контейнер и оставим только лишь картофеля-копалку и гибридный мотоблок. Но это, друзья, не просто будет уборка урожая, а уборка необычная. Вот для того, чтобы посмотреть, на какой высоте установлены колеса, вы можете сами только представить и удивить, и будете сильно удивлены. Глубина, будем говорить, лемеха входа в почву будет выше, глубже на 15, глубже на вот эту высоту. А вот эта высота, друзья, сейчас мы ее померяем, составляет ни много ни мало, а практически 20 сантиметров. То есть копка будет очень глубокая, масса почвы будет очень большая, поэтому не зря я отцепляю и корзину, и контейнер, и тачку. И будет работать только лишь картофеля-копалка. И это еще не все, друзья. Если мы посмотрим на сами вот эти грядки, то и чтобы вы представили, какая будет масса почвы, глубина там, где будут проходить колеса, составляет еще практически 15 сантиметров. Это от этой линии, где будут проходить колеса, лемех будет опущен еще на глубину около 20 сантиметров. Это больше, чем штык еще лопаты. Поэтому, друзья, не будем долго вас тянуть и мучить, что же мы будем убирать. А убирать я буду новый сорт или название, даже не сорт, а продукт. Его называет, мне соседка назвала, что это бананы. Будем убирать бананы. Поэтому заводим этот мотоблок. Кстати, по расходу топлива. Многие в комментариях говорили, что вот такие бензиновые движки проглот. Я рекомендовал бы зайти на канал Ивана Пруса. Он делал хорошее сравнение вот такого мотоблока, вернее, такого же мотоблока, только двигатель у него есть и бензиновый, и дизельный. И есть сравнение, у кого больше расход топлива и насколько. Поэтому я ссылочку на его канал обязательно оставлю в комментариях. Вы зайдете и посмотрите. Но мы сейчас не будем тянуть время, друзья. Заводим мотоблок и вперед на работу. Вот, друзья, происходит завершающий этап уборки картофеля королева Анна. Ее еще называют на соседи бананы. Она светлая, длинная по форме, длиной, наверное, сантиметров до 20. Ну а самое главное, друзья, что плоды в нее растут практически все вертикально и очень глубоко. Поэтому, чтобы ее достать, приходится извлечь огромную массу почвы. Ну, как видите, лемех заглубленный довольно глубоко, сантиметров на 15, колеса приподняты вверх на высоту около 20 сантиметров. И почва все-таки успевает перетряхиваться, хотя немножко достается, может, и картофель, но незначительно. Больше всего она травмируется, когда она выковыривается вот из этих надр земли глубоко-глубоко. Ну, еще в этом видео хотел бы, друзья, ответить на один из вопросов, почему у некоторых картофеля-копалка работает как бульдозер. Я скажу, что один из показателей нормальной работы картофеля-копалки, чтобы не было бульдозера, это должна быть низкая скорость мотоблока и большая скорость работы картофеля-копалки. В моем случае я замечал скорость, засекал скорость вот этого мотоблока гибридного. У него получается 10 метров, он проходит за порядка 40 секунд. Это 0,9 км в час. Для сравнения, мотоблок Нева проходит 10 метров уже всего лишь за 25 секунд. Это где-то 1,5 км в час. Так что, друзья, и еще и скорость вращения картофеля-копалки у меня тоже практически на пределе. Это около 650 оборотов в минуту.
Так что если вот эти два параметра будут выдержаны, картофелокопалка будет работать и бульдозера практически никогда не должно быть. Кстати, об этом я хочу подготовить отдельное видео и поделиться с вами еще окончательно со всеми настройками. Но при этом я еще беру один сорт картофеля и планирую сделать небольшую доработку картофеля-копалки. Ну а по самой этой картофеле королева Анна, или может оно еще ее называют вроде гранаты, я где-то видел на некоторых сайтах или в Фейсбуке. Ну, картофель, я скажу, необычная, длинная. И по урожайности тоже довольно неплохая. Порядка, получается, высажено здесь одно ведро. И в результате урожайность здесь уже в конце, после уборки урожая, засекал, получается где-то близко 1 к 10. Ну и даже при такой глубине лемеха, который был, все равно несколько картофель было порезано уже. Но перед этим порезано было еще больше, пока не приспособился, как выставить лемех картофеля-копалки. Ну, что еще хотелось бы сказать, что учитывая, что почва в этом году довольно жесткая, причина вся вышла из-за того, что в конце мая, начало июня были недельные ливневые дожди, а потом сразу жара далеко за 30, и практически вся почва превратилась в асфальт. Даже капельный полив, который был установлен мной уже где-то в середине июня, все равно не смог размягчить ту затвердевшую почву. Ну, в целом урожаем все равно я доволен. Одна из самых длинных, наверное, картофелин, которая попалась мне на глаза, ну, где-то длиной, наверное, около 19 сантиметров. Все остальные картофелины тоже, длина их составляет порядка 16-17 сантиметров. 16-15, ну, все практически, вся картофель, ну, очень длинная, довольно длинная, я не знаю, и растет же, как я уже говорил, в основном вертикально. Ну и по весу давайте взвесим, чтобы было понятно. Вес одной картофельной больше почти 367 грамм. И 3 картофелины уже, наверное, ну, потянут практически до килограмм, 991 грамм. Почему еще эту картофель я не стал убирать комбайном? Потому что у нее такая молодая и нежная кожура, такое ощущение, вот я даже вот буквально пальцем провожу, и на ней кожура сошкрябывается от силы пальца. Вот она такая мел. И это при том условии, что вот этот картофель был высаженный в конце апреля месяца. То есть реально он в почве пробыл май, июнь, июль и август месяц. И вот такая картофель. Ну, напишите в комментариях, кто знает об этом сорте картофеля хороший, стоит ли им заниматься или нет. Ну, как по уборке урожая, то я скажу, мне это целый геморрой, чтобы вот ее выкопать. Поэтому под вопросом, будет этот сорт или нет. А вам, друзья, желаю хороших урожаев, естественно, технических совершенствований, легкости в работе, чтобы работа всегда была в удовольствие. Всем успехов и до встречи на канале. До свидания, друзья.